Всем привет! Уже месяц, как мы приехали из нашего путешествия в Турцию. Наш автодом сломанный стоит сзади. Там проблемы с задним редуктором, в заднем мосте, кто понимает. В общем, сейчас это все в процессе ремонта. Все очень непросто получается. И надеюсь, если он починится, в скором времени мы сделаем видео именно про ремонт автодома. А сегодня вот решили пойти погулять, да? Вообще-то, мне кажется, автодом стоит в самом живописном своем месте за все время своей жизни. Вот у такой прекрасной навозной горы. А здесь просто конюшня рядом у нас возле дома, и там сваливают навоз, огромная навозная гора. Влада, а куда хочешь ехать-то сегодня? Я не знаю. Может быть, в Москву поедем? А я хочу в цирк. Я хочу в Мансандию. Это какая-то выдуманная страна, да, Слава? Похоже на что. Сейчас будем, значит, тянуть жребий. Куда поедем? Маш, ну что, куда решил-то ехать? В ВДНХ. Очкай. А что там будем делать? Там без велосипедов сложновато будет ходить. Ножки надо разминать. Я на шее не буду твоих таскать. У меня тоже, у меня что-то болит. Почему он так называется, Влад, буквами? Кто это ходит? Влада. Больно! ВДНХ это где поезда ездят? Какие поезда? Ну где? ВДНХ, не помнишь, что много раз была там уже? Знаешь, какие буквы, что это означает ВДНХ? Что это означает ВДНХ? Смотри, все очень просто. Влада должна негромко хотеть орать. Нет, папа, ну совсем ты не понимаешь ничего. Расскажи правду. Ну какую правду? Это выставочный центр, там павильоны разных республик, разных народов, стран. В каждом павильоне всякие интересные штуки есть. В это выставка, Д это достижений, Н народного, Х хозяйства, Влад. Понятно? Ага. Еще ВВЦ по-другому. Малыши, знаете, что мы сейчас заезжаем в самый длинный тоннель в нашем городе, Москва? Да. Мамочка, 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 мамочка. Привет, привет. Какие туннели самый длинный? В мире я не знаю какой, а в Москве это самый длинный тоннель считается. Давай проведем эксперимент. Что? Заглядывай в машины в каждую и посмотри, сколько людей сидит в телефоне за рулем. Да, действительно, есть такое дело, что много людей в телефоне сидит за рулем, но это именно связано с тем, что все время большие пробки и устаешь от этого, стоять, и все время хочется залезть в телефон. Я тоже этим грешу. Ну а потом люди настолько привыкают к этим телефонам, что уже на большой скорости в телефоне сидят. Из-за этого получается авария. А, кстати, есть такое расследование по поводу телефонов, то есть, что экономическая целесообразность, то есть, сколько экономика выигрывает, гораздо больше от того, сколько человек разбивается в авариях из-за телефонов. То есть, когда человек едет за рулем, он очень много дел может делать в телефоне. А в чем она выигрывает? Работа, например, мне звонят, я сижу в телефоне, отвечаю звонки, принимаю заказ, переговариваю с кем-то могу. И работа идет. И так, представляешь, миллион людей делают на телефоне. Влада, а ты что опять пальцы грызешь? Я тоже скучаю. У тебя как отучить пальцы грызть, скажи мне? Я не знаю. Просто люблю что-нибудь погрызть. Смотри, он заснул. Давай тебе кость купим, кость будешь грызть. Нет, я вот так хотела. Влада, это очень плохо, не грызи, пожалуйста. Это самый туннель длинный в Москве, а это тогда что? Ну Все, вот он закончился. Куда еще длиннее? Неправда. Еще метро только длиннее. Че, Машенька, без навигатора не можешь ездить, да? По знакомым дорогам могу.
А я еще ездил во времена, что с картами, вот такими с алфавитными указателями улиц, карту вот раскладывал. Вот если бы не было навигаторов, тогда бы никто в телефонах не сидел, все бы с разложенными картами в машине бы ездили, особенно в Москве. Сейчас здесь все очень глушат. В последнее время навигатор практически не работает в Москве и даже в Подмосковье ближнем. Вот это вот ресторан наверху, над мостом. Не знаю, работает он или нет, мы там ни разу не были. Все время ездим мимо, но никогда не заходили. Почему? Почему? А все почему? Потому что Маша... очень романтично. Нет, потому что Маша очень вкусно готовит, даже не хочется ни в какой ресторан идти. Яичницу с картошкой пюре. Мы на Красном мосту. Это живописный мост называется. Живописный? Да. И у нас даже его из окна, кстати, квартиры видно. Из вашей комнаты детской. А вот это вот, Влада, здание, это было первое каменное здание в этом районе, Маринский универмаг. Вот оно. Где? Вот это вот здание, видишь? Где? Это было первое каменное строение здесь, еще было деревянное, а вот первое здание это построили. Влад, мы сейчас отвезем обратно в автодом ваших мягких, вот этих больших, раз вы хулиганите всю дорогу, ладно? Слышишь, Влад? На обратном пути в автодом отвезем их. А вот это вот, Маш, район называется Марьина Роща, куда мы проезжаем. Вот здесь же дорожные пути, здесь раньше все было застроено домиками. Это посчитался бандитский район. У меня дед рос в этом районе. Вот. Может быть, вот эти твои дети, вот бандитские, они от этого? То, что вы с Марьиной Рощи? Нет. И папа тоже такой же. Не, папа-то... Чего папа? Папа такой же точно. Ну, дед вот Хулиганский, точно у что ли? меня вот там вот с этими бандитами все время дружил, общался. Он вырос здесь, в этой среде. Когда мы уже пойдем в этот парк? Вон уже где башня. А вот эта вот церковь красного кирпича, видите? Эта церковь называется Нечаянная радость. Там Частикона, вообще-то Нечаянная радость. Влада Звягина крещенная. Да, ты там крестили тебя, Влад, в этой церкви. И имя твое при крещении Васса. Ну, ты знаешь. А ты знаешь, Маш, Общаешься почему же? Нечаянная радость называется? Ну, не помню. Жители собрали деньги на постройку этого храма, а есть такая икона «Нечаянная радость» про то, как один преступник после каждого своего преступления молился Божьей Матери, чтобы ему простили грехи за это преступление. Вот, и потом, ну, так случилось, что вот закровоточило это в его видениях, или он увидел это как-то, и вот он осознал, что плохо делает, и стал праведником после этого. И как бы это нечаянная радость, что вот случайно он как бы через вот это все стал праведником, верующим человеком. Такая есть икона, нечаянная радость. Из Марьиной Рощи, да? Ну, не знаю. Нет, это же старая тема. А я хочу булочку шоколадную. Ого. А я хочу что-нибудь другое. Что, обольетесь водой, дайте, вы балуетесь. Водохлебы, сейчас будете описываться. Влад, только что пила. Влад, ты только что пила. Ну что, вы издеваетесь уже? 3 бутылки воды выпили за дорогу. А мне дайте Мы пойти. же не в автодоме, туалета нет у нас. И что? Ну как и что? Поведение по жопе там. Ау, как больно, мама. А говорят, потому что тебе ты не слушаешь. Там люди так много идут людей. Тебе говорят, ты не слушаешь. Почему Влад. так много переходов? Потому что это Москва, здесь много людей ходит, гуляют все, сегодня выходной день. А что это там за памятник такой? Это памятник рабочему и колхознице. Дядя и тетя стоят вместе и держат над собой серп и молот. А что это за ноги идут? Ноги — это люди, Влад, переходят дорогу. Все, мы уже приехали, сейчас парковку найдем Что это за девочка, и пойдем. которая задает глупый вопрос? На парковке возле ВДНХ нету мест, а стоимость 500 рублей за час.
конечно, не маленькой стоимостью. Нам, как многодетным, в принципе, в Москве должна быть бесплатная парковка. Вообще-то не должна, если прописано в Москве. Ну, в том-то и дело, что мы прописаны не в Москве, а в Подмосковье. Из-за этого у нас парковки бесплатной нет. Поэтому приходится нам платить за парковку. Хотя я москвич, родился в Москве. Немного поодаль нашли мы здесь бесплатное местечко. Что нам отдавать 2000 рублей за парковку богатому городу Москве, да? Маш, многодетным. Лучше мы их проедим, эти деньги. Малыши, ну что, пойдемте в парк? Ну что еще, пришли вот в парк. Много народ сегодня. Чего говоришь? А где вы фонтанчики? Фонтанчики там дальше, надо до них идти, так что ты не спрашивай через каждые 5 минут, надо идти до них. Далеко не убегайте, Влад. Идем мы по парку, здесь чего-то новенькое появилось. Вот еще какой-то паровоз ездит. От главного входа, если пойти налево. А впереди вот какая-то новая детская площадка интересная очень появилась. И планета Земля. Такая макет. Сверху канатная дорога. Вид у нее какой-то космический, как из будущего. Кабинки такие. Вот мы там ни разу, кстати, не ездили на ней. Вообще парк очень преобразился за последнее время. Много здесь всего интересного и для детей, и для взрослых. Ну, по сравнению с парком Фетхие, как тебе? Ну, ты сравниваешь это все-таки в столице, ну, практически, ну, как в столице парка, а там Фетхие, это же не столица. Для Турции там хороший был парк, тоже Фетхие. Площадка новенькая, сейчас изучать будем. Парк ВДНХ состоит из разных павильонов, которые еще в советское время построены. Каждый павильон – это название какой-то страны, бывшего Советского Союза. Например, Беларусь или Армения. И там выставки проходят разнообразные. Называется робостанция. И все здесь в таких тонах, бирюзовых, мятных. Я обожаю этот цвет, поэтому прям глаз радуется. Находится прям возле канатной дороги. Здесь вот такой вот новый аттракцион. Мы его не видели ни разу. Но я что-то не особо горю желанием на нем прокатиться. У меня в последнее время мой экстрим куда-то пропал напрочь. Включено. Вот я поднимаюсь на горку снимать славу. Сама не буду катиться. Набрала, а что? Яся не набрала. Что там темно, а там не темно. Что, вам понравилась горка, Влада, или что, стерла локоть себе? Локоть стерла? Было сидя. Мама, мне понравилось на Вот, горку. давай просто. Пойдем дальше. Вот этот мальчик орал в зеленой кофте. Вот, орал. Вот Ну а этот. что, вы тоже орете все время? Я не ору, я вообще не ору. Это ты глупости постоянно говоришь. Что? И снимаешь, что не надо. В Москву наконец-то пришла жара. Хотя не знаю, наконец-то или нет, я жару не люблю на самом деле. Вот, а речки еще не прогрелись, и поэтому купаться еще нельзя, и в жару непонятно, что делать. Но когда ветерочек дует, то нормально. А так до 27 градусов Ну ты сказала. сейчас Ну, у нас. Так, у нас опять забастовка. Славен, что случилось? Рассказывай. Что случилось? Когда придем, когда? Ну, пожалуйста, расскажи, давай попробуем разобраться в этой ситуации. Что происходит? Владимир, может, ты знаешь? Она хочет к фонтану быстрее, а они в конце парка. Может, вертолет вызвать или как? Вертолет не получится, надо ножками дойти. Там большие фонтаны. Я тебя могу даже окунуть туда головой, хочешь. Слав,
Там небольшие, там вот из земли, которые детские. А, детские фонтаны. А где они? Тоже дальше там. Там, где площадки они были. Да, не там дальше, мы до них дойдем. Слав, если через хочешь полчаса. дойти, то надо не драться, а ножками идти. Как же ты терпела, когда мы ехали так далеко, Слав? У нас велосипед, она же не ногами ехала, не на ногах на своих. Не на 11-м автобусе, а на автодоме. С велосипедами. В следующий раз приедем с велосипедами. Здесь, конечно, очень большие пространства, и поэтому с велосипедами, с детьми, наверное, поудобнее, потому что они начинают рано или поздно конючить, что они устали идти. Вот. Но чтобы с велосипедами, надо нам на другой машине. Вообще очень прикольная вот эта локация, да? Классно сделали. Я хотела От года в год все лучше и лучше становится. А когда в 90-е годы мы здесь гуляли, все павильоны были набиты торговыми точками и рекламой, все были обклеены. Вот это получается самый такой центральный фонтан большой, очень красивый. И вот напротив, как я и говорила, начинаются всякие павильоны разнообразные, названные именами стран бывшего СССР. Вот, например, павильон Армения. И вот дальше будут Что, другие. коньяк будем пить, Маш, в Армению? Пойдем за руль сядешь? Нет, конечно. Мама, что это за белые здания? А там были коричневые. Это павильоны называются. Вот каждый павильон называется названием страны бывшего Советского Союза. Вот, например, это называется Узбекистан, куда у нас папа все на автодоме хочет поехать. Вот, и никак еще пока мы туда не соберемся. Там из много Узбекистана какой-то мальчик в детском саду, его зовут Али. А, он из Узбекистана, да? Да. Ну вот это павильон в честь его страны назван. Вот у них вот такая там архитектура, видишь? Что? Красивая есть. Чего? Что у него мальчик из Узбекистана. А вот этот павильон как раз называется названием страны Узбекистан. Вот этот вот домик. Вот в Узбекистане вот такая архитектура красивая. Но мы там еще с вами не были. Сейчас там очень жарко летом. Там очень жарко, плюс 50 может быть даже. Здесь вот находится дом российской кухни. Пойдем. Здесь можно вот попробовать всякие разные кухни из уголков России. Алтайский край, Ростовская область, Воронежская область. В общем, на любой вкус. Мы проходим каждый ларечек и смотрим, что тут есть. Пока еще не знаем, что хочется. Пойдемте дальше, все посмотрим. Это вот Республика Бурятия, например. Здесь что, на водке, что ли, все коктейли? Не знаю. Возможно. Есть сцена. Тут как-то мы зашли, рассказывали, как правильно приготовить борщ, по-моему. В общем, всякие рецепты приготовления. Мастер-классы типа бывают иногда. Чеченская республика, Ивановская область. Сейчас тоже все посмотрим. Знаешь, как лучше всего выбрать, где вкуснее готовят? Где очередь больше стоит, значит там вкуснее. Вообще-то у всех людей разные вкусы. Мне кажется, Яся вот блинчики любит, например. Вот Мурманская область, здесь, наверное, самая низкокалорийная рыбная пища. Ну, там Якутия еще есть, интересно. Потому что, по-моему, Дагестан больше всего народ стоит, смотри. Очень. Наверное, здесь вкуснее всего хинкал поесть. Я после Грузии хинкал вообще не горю желанием есть. Маша, это хинкал, это не хинкали, это разные вещи. Ну все равно я такое не люблю жирное. Я бы что-нибудь рыбное съела. Купить, Влад, что написано? Северный язь. Будешь северный язь, Яся? Нет? Это рыба так называется, язь. Решили мы с Машей поесть в Мурманской области. Что, голубцы из оленины ты будешь, да? Да? Я да. Здрасте. А нам голубцы из оленины и ломоть с олениной еще. Смотри. Чипсы из ягеля. Это вот поход ходит, которая как ее. Такие есть? Которые едят олени, думаю, 4 сиропов, порошка, брусника, черника. Аминокислоты, витамины В. Что только не придумают. Сколько это стоит? 1100 рублей. Ну, это Ягель. не знаю.
Да, а есть морсы или что-нибудь детям? Есть морс из брусники, есть лимонад, морожка, лимонад, брусника. Ну, понатуральнее, что там? Это все натурально, мы все готовим сами. Ломоть с олениной, голубцы с олениной, лимонад, морожка, лимонад, брусника 2310. Вот видишь, сколько ты уже стран без автодома посетил? На своих двоих. Слушай, пап пошел заказ забирать свой. Знаете, кого он заказал? Кого? Угадайте. Лимонад, я знаю. Лимонад один. Оленя он заказал Фу. на обед. Фу. Ужасно. Бутерброд с оленем. Никто не ест оленей. Едят. Ужасно. На севере там любят оленей есть. Это вот съест. Вот такие вот у меня голубцы с олениной. А у папы вот такой бутер с олениной. Детишки, попробуйте, как вкусно, нет? Ты же уже без трубочки пьет. Только чуть-чуть холодный. Ну как тебе, Маш, голубцы твои с этим? С чем они были-то? С рыбой? Или с чем? Какой рыбы? А с чем? С оленем? С оленем. Вкусно? Вкусный, да. А что меня заставило опять хлеб есть, ломоть огромный хлеба? Заставила? Да. Что заставила? Ты же хочешь, чтобы я толстел все время? Зачем мне это нужно? Ты же говоришь, тебе дрищи не нравятся. Ну, да, давай на меня все свалить теперь. Человек сам выбирает, что ему хочется. Я не заставляю, ты меня заставляешь, не ешь это, ешь то, я тебя Славянчик, не а тебе понравился этот морсик? Вкусный был? А? А зачем ты меня в кафе ударил камерой? Я ударил тебе камеру? Даже не видел, что ударил. Ну я случайно, значит. Как ты ударишь? Я случайно, Слав. Смотри, Слав, беги, вон там вода. Иди. Я там не говорила про фонтан, про первый. Ну так здесь тоже. Маша говорит, что она про первый фонтан сказала, что он красивый, второй говорит, не надо снимать. Этот недостоин твоего внимания, да, фонтан? Я наслаждаюсь, вот как бы у меня фоном фонтан, я пью кофе, и вот получаю удовольствие. А что ты не хочешь делиться этим удовольствием с людьми, которые не могут посетить ВДНХ? Я хочу делиться. Ну так надо тогда все фонтаны снять. Ну так у меня есть на это муж, вот он тоже хочет, пусть снимает фонтан. А у мужа таланта нет для съемок, у тебя очень хорошо получается. Тебе же все пишут, что ты хорошо Я рассказываешь. сомневаюсь в этом. Смотри, какие бабули сидят, жемчужга, отдыхают. Хорошие. Да. Молодцы, что выходят еще на выход, они дома сидят перед телевизором. Вот это, кстати, Украинская Республика написано. Я никогда не обращал внимания, вон там, видишь, на этом, Украинская Республика. А вот этот центральный павильон, который напротив всех фонтанов расположен, оказывается, возле герба написано, что это Украинская Республика. Мы вообще раньше не замечали даже. Так вот стоит в самом центре ВДНХ, и никто его не разрушает, а даже наоборот заботится. Еще бы сделали бы там выставку украинской культуры, да, чтобы Ну, да. показать. Да. Вместо этого сделали музей СВО. Музей СВО, ничего себе. Какой этот юмор хороший. Да уж. А вон, Маш, твой родной павильон, твоя родина впереди. Ну все рядом. Украина, Беларусь. Да, Беларусь, где ты любишь эти есть, как драники, или как они Да, там у меня в называются? Беларуси прабабушка жила. Я ее, правда, ни разу не видела, но в Белоруссии бывали. Вот в этом павильоне недавно открылась экспозиция. Ну как недавно, мы год назад уже там были. Вот уже Так или там больше. этажей 5, наверное, вниз. Все какие-то современные, там вообще про атомную энергию. Да, это как С детьми нереально в туда фильмах фантастических. Мы пошли с ними, они Ну, ничего не интересно. поняли. Да, там надо без детей идти. Ладно. Что? Эта ракета для чего вон там стоит? Не знаю. Ну ты как думаешь? Не знаю. Не знаю. Ладно, я тебе был лучшего мнения. Что ты все знаешь, а ты не Не знаешь. знаю я. Ну что?
Смотри, цепляется в детский велосипед к взрослому. Жесткая сцепка. Прикольно. Так что их здесь Нам такой нет? не пойдет. Ну, если одного в кресле. Ладно, это космический самолет, в космос летать. Буран называется. Вот, видишь, впереди. Папа, Он только один раз летал в космос. Буран называется. почему только один раз? Очень дорого, потому что стоит его запустить. Смотри, какие у него колеса сейчас. Он сейчас полетит? Не, он уже не полетит, это уже для детей играть. Пап, а почему он сверху черный? Но он снизу был специально такими плитками сделан, чтобы когда он на землю обратно возвращается, сильно не нагревался. Кстати, а второй там буран в Казахстане, он где-то разрушенным этом стоит. Все туда ходят на Байконур. Нелегально лазят туда. Не знаю. Да, видео снимают постоянно. Хочешь, с детьми туда пролезем, буран смотреть? Я пойду в него залезу. Пап, я пойду. Давай, пойдем. Вот через 20 минут будет экскурсия на буран многодетным, оказывается, бесплатно здесь. Как? Вот так, без денег. Пойдем посмотрим. Ну. Папа, для вас нужны деньги. Что? Значит, мы одни, что ли, войдем туда? Нет, пойдем все вместе. А для вас деньги? Да нет, бесплатно нам. Все? Мы многодетные. Да. А тоже, Влада, много детей. Вам надо, чтобы по музеям бесплатно ходить? Мама, пойдем. И не попасть ни на одну экскурсию, потому что дети не умеют слушать экскурсии. Вот сюда вперед садитесь. Владочка. Говорят, сейчас будет фильм какой-то смотреть, потом экскурсия пойдет. Говорят, видео нельзя снимать. Что будем делать? Выключи. Подумаешь. А может, втихаря будем снимать? Москва. Южная Пушкина. С территории машиностроительного завода, где производилась сборка космического челнока, буран был доставлен на подмосковный аэродром Жуковского. Из Жуковского на стратегическом бомбардировщике 3М, специально модернизированном под перевозку внушительного вниз. Наш первый экспонат – это контейнер для тормозных парашютов. Контейнер настоящий, представлен в натуральную величину и располагался он в хвосте, в хвостовой части. Здесь у нас представлен макет бурана в полной его комплектации. Это кабина пилота. Там располагалась панель управления и 4 катапультируемых кресла. То есть она была совсем небольшая. Вот. А вот уже под кабиной был жилой отсек, где космонавты должны были, в принципе, жить на протяжении всего полета. А буран был многофункциональный, челнок и цели, соответственно, были разные. Ну, основная, это, конечно, военная разведка, обслуживание орбитальной станции, отвезти, привезти, и научная деятельность в том числе. Ну, американцы воровать спутники хотели, да? Да, вот, кстати, манипуляторы подразумевают, что тоже будут спутники зацеплять и помещать, как раз таки, да. И на месте можно было бы изучить, совершить эту работу. Здесь мы можем наблюдать бортовые системы, что все готово к запуску и можно лететь. Можно нажимать, Влада, крутите, вертите. Ну, они влияют на подсветку. Это лампочки. Вот, смотри. Да. Ну, там уже стартовали кузовом, уже нас просят занять места, здесь порог. Занять места и будем смотреть фильм. Опять? Да. Наши предки научились 35 запусков, 2 из которых закончились катастрофой. Проект Space Shuttle был завершен в 2011 году. Потом да. Ой, я боюсь. Я боюсь. Вы сказали, мне можно нажимать кнопки. Бери управление на себя. Ладно, не разбейте только. Может, хотела бы полететь с такими пилотами в самолете? А? Ладно, давайте сажайте уже, вот. Аккуратней. Слава, давай все от себя ручки. Быстро, быстро.
Ну-ка, ну-ка. Влада, ручку от себя давай. Ура! Маш, хлопай, что ты не хлопаешь? Ну вот и закончилась экскурсия. Повели нас на смотровую. Понравилась вам экскурсия, Владюш? Ну да, ну почему-то тут весь он грязный. Да, надо помыть его. Что его не моет? Да, Маш? Это же не грязь. Это от старости, Владочка, уже он такой. Мама, пойдем. Нет, это грязь. Я вот сегодня совершила огромную ошибку. Какую? Я вот сказала детишкам, что здесь есть детские фонтанчики. Они теперь всю прогулку нас этими фонтанчиками допекают. Всю прогулку. Пропустите. А, кстати, у нас здесь был года 2 или 3 назад такой случай интересный. На ВДНХ мы приехали погулять также и услышали по громкой связи, что говорят, потерялся мальчик такой-то, такой-то, и ожидает, то есть нашелся и ожидает родителей там-то, там-то. И мы стали Владе рассказывать о том, что надо делать, если ты потерялась. Помнишь ли ты свою фамилию, все такое, что нужно подойти к охраннику или к человеку в форме, сказать, что ты потерялся и т.д. и т.п. Влада восприняла в том своем возрасте все это буквально и решила таки потеряться. Мы пришли на площадку, значит, здесь вот рядом, кстати, она такая в виде Лукойла. Вот, смотрим, Влада с нами была, вроде побежала на горку, потом смотрим, а Влады нету. Ищем везде, на площадке Влады нету. А потом ее приводит нам тетенька из-за кустов, совсем с другой стороны, площадки. Вот, а она, оказывается, у нас решила проверить, как это действует, как это работает. Помнишь, ты, Влада, хулиганка какая-то была? И тебя не видела. Ну как, ты специально ушла тогда? Нет, не специально. Ну вот таки, наконец-то, не прошло и полдня, мы нашли тот самый фонтанчик, которого они мечтали, где можно прыгаться и бегать возле Москвариума, он, оказывается. Что ты с ним будешь делать? Они сейчас все мокрые будут. Так я не разрешу сейчас им там сильно мочиться. Как это? Ну а что я буду делать? Как не сильно намочиться им? Пробежать пару раз и уйти. Вот на этой Лукойловской площадке Влада у нас потерялась. Сейчас не будешь теряться, надеюсь? Нет, вон там сейчас будет фильм какой-то. Фильм. Нет, это океанариум. Это где рыба? Да, мы хотим туда, Ну мама. что, будете играть или пройдемся там? Интересно, может, что-то еще? Мы там по солнышку пройдемся. Нет, нет. Пап, ты мне потом здесь поезд купил. Папа, Ну что, Народу весь много. заправку закрыли твою, видишь? Да, на реновацию. Хватит лимонада выпрашивать. А ну, брысь. 2 водички, пожалуйста. Как тебе, хорошо здесь? Хорошо, особенно вот к вечеру ближе. Солнышко такое уже не такое горячее. Пахнет сиренью. Ну, цветами разными пахнет, да. Только вот это белое. А, сиреневое. Он, что Влада не прочитала, что написано о том павильоне. А вот там маленькие фонтанчики, смотри. Маленькие фонтанчики. Ладно, Там были большие, а здесь маленькие. где? Вон они! ладно, только в них прям совсем не есть. А я вот туда вот залезал на павильон Космос ночью по пожарной лестнице Твою на любимую крышу. историю расскажи. Но это тогда было не модно, это сейчас модно же. Был период, когда все по крышам лазили. Как это? Нельзя ногами, Руферы. Слава! Нельзя ногами. Да что ж ты орешь-то на них все время? Ну, хочешь мокрых детей, чтобы они Да. больные дома лежали? Пусть чтобы мокрые в сад не ходят. ходили, заболели Да, на пусть всё дома лето. сидят, Хочешь? в автодома все лето. Автодома не могут они сидеть все лето. Они не попадут. Прям не станет. Они маленькие, мама. Они не попадут. А вот это мяу. А ты воду покупаешь по 130 рублей, Маш, вот.
Сколько хочешь воды? Ну иди попей, разрешаю. Мне Ты мою зачем? отдай Ты уже бутылочку. купила? Ты же ее пьешь, давай вот пей из фонтана. Папа, смотри, фокус. Ла-ла-ла. Папа, смотри, фокус. Папа, смотри, фокус. Я думал, что родители не разрешают долго наступать в фонтаны. Смотри, я привык, так делать фонтанчик. Что ты? Укротила фонтанчик? Да, Фонтановый- фонтанчик. Фонтановые укротители вы? Да. Оля, твой павильон. Твой павильон, смотри. Вот это. В твой павильон пришли. Вон Я так и папин думал, любимый. Маш, что ты это скажешь. Так и Павильон. думал. Видите, вон? Мясная много промышленность. Напротив мясного павильон за гранью фантастики. Все, пап, как ты любишь. Сначала мясо поесть, потом фантастику посмотреть. Смотри, побежали, думаю, там мороженое дадут, наивные. Нет, мороженое там дают, нет? Не дают? Нет. А что же это за фестиваль тогда такой? Здесь фестиваль, что касается, вы вот на этом стенде сфотографируетесь и фотографии показываете, предъявляете в павильонах мороженого. Вам скидка. А там нет, значит, мороженого, да, никакого? Нет. Там нет мороженого никакого. Пойдемте. Ближайший павильон мороженое прям в минуте ходьбы от... Не, ну мы думали, может, здесь специальное какое-то. Не, у нас акцент на науке. Ну вот, да, мы думали космическое. Там надо загадывать желание. Рассказывают, куда идти, да, что Вот тетя говорит, там робот Федя есть. Пойдем? Ладно. Что такое робот Вот сейчас Федя? познакомишься с ним, с Федором. Он очень добрый, он очень хороший. Он робот? Да, он робот настоящий. Он, знаете, он у нас стоит там, а когда наступает полночь, и все уходят, здесь тишина, он оттуда выходит и обходит. Вы серьезно говорите? Что он ходит? Что он ходит? Робот по Он ночам. обходит все владения в этом космосе, это его владение. Конечно, нет. Мама, там машина Пойдем. времени. Спасибо. Да, очень. Мы дойдем до него? До него мы не дойдем. Павильон Космос. Давненько я здесь не был, Маш. А ты, наверное, вообще никогда. На крыше? Да, залезал? на крыше. Вот последний раз я вон там на крыше был. Этого павильона. Машина времени. Вот здесь сказала она, что кинотеатр в этом шаре, но за отдельную плату. Смотри, папа, машина времени. Машина времени. Видела дерево, которое он посадил, подсказка на Шри-Ланке. Шри-Ланке. Вон дядя. Вон Как там. зовут его? Да не знаю. Ну как, это первый человек в космосе. Как? Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин, да. Давайте Федю искать. А где он? Где Федя? Не знаю. Вот глазами смотрите. Мама, а мы Смотрите, какая здесь красивая крыша, вон купол Там наверху. уже посмотри. Видите? Там робот Федя. Мама, там робот Федя. Где? Ведите меня. Робо Федя. А, вот он. Я боюсь. Вот он, Робо Федя. Я боюсь. Скажите ему, поздоровайтесь, скажите привет, Федя. Привет. Ну, говорите привет, Федя. Привет, Федя. Это этот робот, который на УАЗике, что ли, ездил? Слушай, В этом сериале, как он назывался, забыл. или о чем там? Федор. Короче, робот Федя оказался какой-то необщительный. Мы пошли дальше. Это какая-то волшебная комната, зеркальная, про которую нам только что рассказали. Мама, я Зеркальная комната. Здесь какая-то. Стой, сейчас люди выйдут и пойдут. Такая тут зеркальная комната какая-то. И там обрыв, некуда пройти. Там, ладно, не ходи, упадешь в обрыв, ничего не видно. Все, пойдем туда. Мама, там дальше. Зеркальный лабиринт был более противный.
Интересно, уже есть блогеры, которые снимают, как только они кушают еду в космосе с МКС? Человек тоже на япучках. Ну да, наверное. Ты расскажи, что она умеет. Сейчас Детишки вот смотрят впервые, как в космосе все происходит, как летают предметы, еда. Я говорю, Слава, Хотели бы там так всё полетать? на липучках, а Слава говорит, человек тоже на липучках там. Тише. Он тебя тоже должен летать. Вы бы так хотели за мармеладками полетать? Да. Слышишь, как весело было? Ну да. Стало в космосе вокруг Земли. Сейчас уже... Здесь копия нашей космической станции «Мир». Идем на фильм. Когда залететь на космическую станцию, нужно на ракете улететь в космос. Вот такую. Мы куда пошли-то? Тут написано снять статью. Там стиральная машинка, что ли? Спутник летает. Ну да, что ли? Да. Маша, у тебя, наверное, энергии еще столько же, сколько у твоих детишек, да? Нет, у меня столько же, сколько у моего мужа энергии. А я могу Ровно. бегать, смотри. Давай. О, молодец. Видишь, Маш, сколько энергии? Первая пробежка за 10 лет. Мама, Что случилось, Влад? я больше никогда не буду фоткаться. Даже когда вырасту, я не буду фоткаться. Влад, а что случилось-то непонятно? Я как будто из них самая маленькая. Влад, фотографии, это можно много разных делать фотографий. Что здесь такого? Можно меняться, можно так делать, можно сяк делать. Может, прекратишь ныть? Все фотки на моем телефоне удалю. Ну, хочешь, удаляй, что это. Твое дело. Особенно эту фотку, где я самая маленькая. А почему ты самая маленькая-то, я не могу Потому понять. что я сижу сзади всех. Ну и что, можно было поменяться, сесть впереди. И это вообще ничего не значит, маленькая, не маленькая. Бывает, мама за рулем ездит, бывает, я за рулем езжу. Что это значит? Это ничего не значит. Бывает, я потому сзади что сижу, бывает, она. сзади. Павильон Поволжья. Максима. Да, я никогда не видела. Павильон Азербайджан. Тоже очень красивый. Да, Влада что-то вся разнылась. Непонятно из-за чего. Может, ее в фонтан окунуть? Да? Не трогай ее, она... Иди пожалей сестру, она плачется. Чего у тебя? Чего? Мама, пойдем вернемся. Куда? Что, здесь пошли? Мы сейчас до ночи будем ходить, темнеет? А куда вернемся? Куда вернемся? Давай вот здесь сфотографируемся лучше. Ты спереди станешь. Мама, нет, вот. Смотри, Влада, это павильон Казахстан. Видишь, там лошади какие, бараны. Красивый павильон, смотри какой. По-моему, очень красивый. В Казахстан мы, наверное, поедем на автодоме еще. Успокойся, все нормально, не нервничай. У тебя голова устала, мозг начинает У папы тоже уже мозг плавится. И тоже голова устала. У папы уже вместо мозга плавленый сырок.
настроение сейчас просто испортишь и все. Владен, пойдем в кафешке что-нибудь вкусное закажем, а? Время уже 9. Иди ко мне. Поэтому ты просто. А погода отличная, так тепло, хорошо. Сейчас одна успокоится, вторая начнет ныть, как обычно у нас. Потом вторая успокоится, третья начнет. А вот там вот в зелени павильон Кыргызстан. Тоже нам хотелось бы туда очень попасть, доехать на автодоме. Ну что, успокоились? Уж нет. Она мне рассказывает секрет. Так, хватит, хватит. Дошли мы покушать в кафе рядом с детской площадкой. Дети хотят картофельное пюре. Влада вроде у нас успокоилась. Влад, что было-то? Скажи, пожалуйста. Не скажу этого. Почему? Что ты постоянно снимаешь. Ну а как у нас сюжет же должен быть? Вот ты плакала, а потом не плачешь. Нужно понять, почему ты плакала. Не скажу. Потому что тебе не знаю. Не надо. Мне не надо знать, в общем, почему Влада плакала. Не знаю. Тебе не надо знать. Ну вот. А маме надо, я маме сказала. Ну хорошо. Хорошо, что сейчас хоть никто не плачет пока. Давайте заказывайте еду, ешьте. Не знаю, я что-то хочу восточного, здесь нет такого ничего. Сейчас сегодня не найдем нигде восточного. Ну, я говорю, детям заказывай. Вот такой вот изысканный ужин у малышей. Интересно, что они скажут, понравится им или нет. Правильно Влад предположила, что картофельные тачки будут колеса из конвертов. А, это картофельные тачки. Называется картофельная тачка. Прикольно. Машины с картошкой. Приятного аппетита, Яся. Спасибо. Приятного аппетита, Слава. Слава, приятного аппетита. Мне в еду положили воду. Приятного аппетита, Влада. Это тоже еда, не выковыривай. Слушай, да, все. Ладно, Полезно. Полезно. Это правда полезно. Подвинь поближе к себе стульчик. почему она Не будь ешь, подвинь поближе стульчик. Вкусно? Какой-то